Сертификация HRS Audio, поддержка обработки звука высокого разрешения 24 бита 96 кГц, несколько настроек для акустической компенсации помещения, тонко настроенные 3,5-дюймовые средне-низкие динамики и 1-дюймовые твиттеры, общая выходная мощность в 18 плюс 18 Вт с уровнем звукового давления до 92,5 дБ, балансные выходы TRS, RCA и AUX, выход под наушники, Bluetooth версии 5.4, и это только малая часть того, что заявляет сам производитель в рекламе к студийным мониторным колонкам Edifier MR3. Но все так ли хорошо? Сейчас я вам, разумеется, расскажу. Начнем. Распаковка. Поставляется модель в коробках с плотного картона, упаковано все надежно, аудиосистема пришла целая, без повреждений. Можно заметить название и изображение модели, а также краткую характеристику. В комплекте мы имеем сами колонки, сетевой адаптер питания, AUX кабель, кабель с RCA на 3,5 мм, кабель для подключения двух динамиков между собой и руководство по эксплуатации с QR-кодом для скачивания фирменного приложения. Активный динамик весит 2 кг 46 граммов, а его габариты 125 на 220 на 185 мм. Пассивный динамик весит 1 кг 856 граммов. Габариты же его 125 на 220 на 176 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год разыгрываю. Перейдем к аудиоколонкам. Начнем. Поставляется модель в черной и белой расцветке. Дизайн обыкновенный и ничем не примечательный. Но это с одной стороны. С другой стороны, на рабочем месте в целом они выглядят неплохо. Корпус выполнен из МДФ для снижения искажения и резонанса. Подобные материалы используются у большинства колонок. Собрана модель отлично, и тут вопросов лично у меня не возникло. На корпусе активного динамика находится сбалансированный вход TRS на четверть дюйма для подключения к аудиоинтерфейсу и аудиомикшеру. Вход RCA, AUX, вход для наушников, разъем для питания, коннекторы для подключения пассивного динамика, LED-индикатор, который может отображать выбранный звуковой эффект, 2 регулятора с тыльной части и 1 с фронта. С помощью регуляторов на тыльной части есть возможность персонализировать высокие частоты от минус 6 дБ до плюс 6 дБ. То же самое касается и регулятора низких частот. Подобный способ кастомизации звука довольно часто встречается, но в целом за это плюс. Фронтальный регулятор предназначен для регулировки громкости по шкале от 1 до 30, а также он является механической кнопкой. И из команд на борту включения, выключения и переключения между тремя звуковыми эффектами, такими как монитор, музыка и пользовательский. Чтобы перейти в режим Bluetooth соединения, на тыльной части находится механическая кнопка с иконкой Bluetooth. Как по мне, могли бы и на одну кнопку повесить все эти команды. На пассивном же излучателе стандартные есть только коннекторы для подключения с активным динамиком. Удобно, что можно подключить колонки к нескольким устройствам одновременно, используя входы и кабели. Но отдельный плюс за то, что MR3 поддерживает технологию Multipoint до 2 устройств при подключении по Bluetooth. Edifier MR3 имеют общую выходную мощность 36 Вт, 18 плюс 18 Вт. Оснащена данная модель 3,5-дюймовыми динамиками средних и низких частот, плюс 2 1-дюймовыми твиттерами с шелковым куполом. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, а по кодекам есть поддержка кодека SBC. С совместимостью проблем лично я не встречал, колонки спокойно подключаются к разным устройствам, как по кабелю, так и по Bluetooth соединению. Частотный диапазон от 52 Гц до 40 кГц. Характеристики чувствительности, если будете использовать разные разъемы и Bluetooth соединения, вы сейчас видите на экране. Приложение здесь Edifier Connex. На стартовой странице с подключенной моделью находится вкладка со звуковыми эффектами. Как я уже говорил, есть 2 предустановленных эквалайзера, а также кастомный 6-полосный эквалайзер, на который колонки откликаются довольно хорошо. Но плюс за то, что есть вкладка «Акустическая настройка», в которой можно отрегулировать подавление низких частот от 20 до 100 кГц, изменить наклон от минус 6 дБ до минус 24 дБ. Удобно, что можно настроить акустическое пространство в соответствии с положением колонок и включить функцию регулировка для стола. Но данная функция не особо актуальна, так как и без нее, прослушивая музыку на рабочем столе, резких перепадов громкости определенных частот я не заметил. Далее, в настройках есть возможность отключить тональный сигнал подключения и отключения Bluetooth устройства, сбросить
до заводских настроек, а также мне при первичном подключении колонок к приложению сразу же прилетало обновление с оптимизацией задержки и добавлением еще одной команды для кнопки регулятора. Стабильность связи отличная, в помещении площадью 95 метров квадратных с достаточно толстыми стенами, с подключенным смартфоном, кризов я не замечал. Задержка при просмотре роликов на YouTube приемлема, я понимаю, что YouTube сам подстраивает, но опять же бывают все равно колонки, которые почему-то не работают даже с подстройкой YouTube. Здесь все хорошо. В играх дела обстоят практически так же, но, разумеется, если использовать колонки для ПК, то просто подключаем их по кабелю и радуемся минимальной задержке. В любом случае, примеры задержки по Bluetooth соединению вы сейчас увидите и услышите. Звучание. Модель имеет хороший звук с учетом стоимости, бас плотный и глубокий, средний бас, разумеется, в наличии, звук хорошо сбалансированный и детальный. Сцена здесь широкая, высокие звучат приятно и выразительно, середина с хорошей проработкой. Звук я отнесу к нейтральному, если говорить про стоковые настройки, но благодаря возможности кастомизации звука можно добиться идеального звучания именно под ваши предпочтения, а также с учетом положения колонок и помещения. Сцена достаточно широкая, инструментал различим, вокал звучит приятно как мужской, так и женский, подходит MR3 для разных жанров музыки. Последнее, что бы я хотел отметить, в случае подключения MR3 к ПК, качество звука по моим тестам слегка лучше, если использовать внешний усилитель, а не напрямую к ПК. Для примера я вставлю короткую запись того, как звучит данная модель, но не устаю напоминать, что то, что вы слышите на YouTube, это не тот звук, который передает данная аудиосистема, так как в первую очередь запись звука производилась на микрофон. Далее был рендер в программе для монтажа видео, рендер YouTube, и в конце концов вы воспроизводите звук со своих динамиков после своей же обработки на своем устройстве. Это могут быть динамики смарта, телевизора или подключенные к ПК и так далее. Минусы: нет поддержки кодека AAC, можно бы было реализовать управление только на одной кнопке, но, увы. Также было бы куда удобнее, если бы регуляторы частот вынесли бы на одну из боковых частей корпуса активного динамика, нет оптического входа. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, Edifier MR3 интересные колонки с приятным и качественным звуком, плюс за то, что у них есть поддержка Bluetooth подключения и поддержка фирменного приложения с возможностью кастомизации звука. От меня девайс сюда, но только на лютых распродажах. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!